Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 февраля, сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно благоприятный день, но ввиду того, что для некоторых число 13 имеет особое значение, поэтому в этот день, если вы знаете, что для вас 13 число не имеет никакого значения, скажите определенные слова для того, чтобы открыться достатку, изобилию и благополучию. Также, если вы знаете, что в этот день к вам цепляется на негатив, у вас что-то не получается, или вообще не любите число 13, тогда вам нужно сказать другие слова, друзья, которых мы немножечко позже проговорим вместе с вами. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что очень много, очень важной и ценной информации. Итак, друзья, сегодня 13 февраля. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами сегодня растущая луна, это 4 и 5 лунные сутки, и у нас с вами растущая луна продолжается в огненном знаке зодиака Овен. А это говорит нам о том, что идет время энергии роста, начала любых новых проектов, дел и, конечно же, потенциальных возможностей. Это время, когда ваши усилия, вложенные в различные начинания, уже могут приносить хорошие результаты. Знак зодиака Овен добавляет к этому процессу очень важную энергию, энтузиазм и решимость. Поэтому 13 февраля для многих людей будет днем достаточно благоприятным временем для того, чтобы начинать новые проекты, делать старт в какой-то деловой сфере или принимать важные решения. Помните о том, что 13 февраля для кого-то вообще может быть судьбоносный особый день, когда буквально за пару минут может что-то измениться в жизни, при этом в любой сфере. Поэтому не удивляйтесь, если для вас 13 февраля 2024 года может стать особым днем, таким вот необычным, волшебным. Поэтому старайтесь все, чтобы в вашей жизни было только в позитивном русле. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Овен, как знак зодиака, который характеризуется активностью, решительностью, и вот под влиянием этого знака зодиака, который настроен на действия, люди могут чувствовать себя более энергичными сегодня и амбициозными. Это также приведет к увеличению, к сожалению, к увеличению уровня агрессивности и склонности к тем или иным конфликтам. Поэтому важно использовать вот эту энергию, которая идет с космоса в этот день 13 февраля, конструктивно и бережно обращаться к окружающим людям, стараться говорить только добрые слова. Если вас кто-то раздражает в вашем окружении, а такое может быть, например, на работе, где-то в общественном транспорте, вам что-то может не понравиться, да, держите себя в руках и не создавайте негатив, не помогайте эгрегорам негатива, злости, зависти расширяться и забирать у вас вашу энергию. Кроме того, ввиду того, что у нас с вами Луна в знаке зодиака Овен, это огненный знак зодиака, поэтому сегодня может повышаться риск каких-то необдуманных поступков, каких-то решений и даже каких-то опасных ситуаций. К сожалению, сегодня в этот день люди могут стать более импульсивными и склонными к риску, что может привести к несчастным случаям или каким-то конфликтам. Поэтому будьте сегодня внимательны к своим действиям, к своим решениям, особенно в ситуациях, которые требуют и осторожности, и рассудительности. Также вам сегодня, 13 февраля, важно следить за своим здоровьем и стараться обеспечить безопасность и себя, и окружающих вас людей, потому что активность, которую вы сегодня проявляете, и риск конфликтов могут создать, к сожалению, какие-то напряженные ситуации, поэтому все-таки постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и сохранять спокойствие. Обращаем ваше внимание, что Луна у нас с вами находится в знаке зодиака Овен, это в фазе растущей Луны, и это у нас с вами период активности, роста и энергии. Поэтому этот день предоставляет возможность вам для того, чтобы начинать какие-то новые дела, для того, чтобы ставить перед собой цели и сегодня их начинать осуществлять и реализовывать. Но также этот день несет и риск каких-то необдуманных поступков
и конфликта. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот день, 13 февраля, использовали эту энергию только с умом, проявляли осторожность и заботились о своем здоровье и о своей безопасности. Что же касательно здоровья, то растущая луна, как вы понимаете, находится у нас в огненном знаке зодиака, а значит наша физическая активность и наша энергия увеличиваются. И в сочетании со знаком зодиака Овен, который у нас с вами характеризуется и активностью, и решимостью, этот день может стать для вас именно отличным временем для того, чтобы заняться спортом, физическими упражнениями и для других активных видов деятельности. Однако важно помнить об осторожности для того, чтобы избежать возможных травм и переутомления. Это очень важно осознавать и понимать. Кроме того, сегодня под влиянием Луны в знаке зодиака Овен вы можете почувствовать себя более уверенными и решительными. Поэтому сегодня отличный день для того, чтобы принимать новые решения в отношении своего здоровья и подумать о том, чтобы начать заботиться о себе. Занятия спортом, здоровое питание и улучшение сна помогут вам принести особенную пользу в этот день, 13 февраля. Кроме того, знак зодиака Овен также может придать нам более агрессивный и импульсивный характер. В этот день мы сможем принимать какие-то резкие решения, и наше поведение в какой-то степени будет неадекватным. Поэтому важно быть сегодня осмотрительными, избегать конфликтов, которые могут негативно сказаться именно на вашем здоровье. Кроме того, сегодня очень важно, 13 февраля, уделять внимание и своему психическому здоровью. Усиление энергии и эмоциональная интенсивность могут привести к стрессу и к напряжению. Поэтому, пожалуйста, старайтесь поменьше конфликтовать, поменьше стресса, для того, чтобы этот день действительно был для вас полезным и радостным. Что же касательно о деньгах, если мы говорим, то сегодня активный день, день решимости, и этот день очень благоприятен для финансовых начинаний и инвестиций. Поэтому энергия знака зодиака Овен может подтолкнуть вас к принятию решительных действий в финансовых вопросах, что может привести к улучшению ваших денежных потоков. Также растущая луна в знаке зодиака Овен стимулирует нас к поиску новых возможностей для увеличения доходов. Это может быть отличное время для запуска новых проектов, предпринимательских начинаний или поиска новых источников дохода. Овен придает нам энергию и решимость, чтобы осуществить наши финансовые планы и цели. Но, конечно же, хоть и у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Овен, да, в огненном знаке зодиака, которая стимулирует и активность, и рост в финансовых делах, важно помнить и о осторожностях. И они касаются сегодня наших расходов. Поэтому энтузиазм и импульсивность, характерные для Овна, могут привести к неразумным тратам или каким-то рискованным инвестициям. Поэтому важно оценивать свои финансовые решения и избегать слишком рискованных сделок. Кроме того, знак зодиака Овен также подчеркивает важность личного развития и самореализации. Поэтому в этот день люди должны находить финансовую выгоду в инвестициях, в собственное обучение, профессиональное развитие или приобретение новых навыков. Это может быть стать ключевым моментом для того, чтобы вложить деньги в образование, в развитие, а это уже в долгосрочной перспективе принесет вам достаточно большую прибыль. Теперь давайте, друзья, поговорим о карте Таро, которая выпала на этот день, 13 февраля. Итак, выпала карта Жрица, которая символизирует у нас с вами глубокую интуицию, скрытые знания и мистическую мудрость. Она представляет собой архетип женской энергии, которая обладает внутренним знанием и способностью видеть за пределами поверхности вещей. Поэтому карта выпала Жрица на сегодня, 13 февраля, друзья,
неспроста. Она указывает нам на необходимость обращения к своей интуиции и внутреннему признанию того, что у нас есть какие-то проблемы, и к тому, чтобы начать стремиться к тому, чтобы их решать, реализовывать. Это время, когда ответы на вопросы могут быть обнаружены и внутри вас. Здесь, чтобы это произошло, важно довериться своим внутренним ощущениям и своей интуиции. Кроме того, карта Жрица также нас призывает сегодня к тому, чтобы мы обратили внимание на свои сновидения, на символы и внутренние послания, которые могут быть во снах, потому что это могут быть знаки от вашего подсознания, которые будут указывать на то, что нужно изменить в вашей жизни или на что вам стоит обратить внимание в ближайшее время. Поэтому карта Жрица на 13 февраля призывает нас с вами обратиться к нашей внутренней мудрости, к интуиции, чтобы получить ответы на вопросы и найти вот те направления, которые нас важны в жизни, чтобы мы развивались, чтобы мы двигались. Теперь, друзья, давайте уделим внимание Архангелу Михаилу и посмотрим, какой же совет или советы, послания несет нам Архангел Михаил на этот день 13 февраля. Вы знаете, Архангел Михаил призывает нас сегодня воспользоваться своей силой и решимостью, чтобы преодолеть любые трудности, которые могут встретиться на вашем пути. Будьте решительными в своих действиях и доверьтесь себе, и доверьтесь высшим силам, ангелу-хранителю, Архангелу Михаилу, чтобы в тот момент, когда вам действительно нужна защита и в то направление, в котором вы хотите двигаться. Не забывайте просить сегодня о помощи. В любой момент, хорошо у вас в делах или плохо, обязательно обращайтесь к высшим силам, к Вселенной, и пусть они вам помогают и оберегают. Помните, что Архангел Михаил, высшие силы, они всегда готовы прийти к вам на помощь. И главное, чтобы вы обращались с чистым сердцем, с открытым разумом, и тогда вас высшие силы обязательно выведут по верному пути именно для вас. Кроме того, не бойтесь сегодня проявлять свою силу и решимость в достижении ваших целей. Именно высшие силы вас сегодня будут поддерживать на этом пути и помогут вам преодолеть любые препятствия, которые могут быть сегодня в этот день. А поверьте, они могут быть все-таки число 13 в какой-то степени. На некоторых людей будут не очень хорошо влиять. Но и помните о своей внутренней мудрости и интуиции. Доверьтесь своему внутреннему голосу, когда вам нужно будет принять какие-то важные сегодня решения. И очень важно, чтобы вы сегодня на протяжении дня просто обращались к высшим силам, чтобы вы сегодня говорили вот слова созидания, слова творения, как творца, как архитектора своей жизни. Не бойтесь, очень многие люди почему-то считают, что они рабы этой системы и никак по-другому. Но вы знаете, если вы так мыслите, если вы так думаете, то, к сожалению, ничего невозможно будет изменить, пока вы сами не сможете. Самый простой пример, когда человек хочет кушать, то что он делает? Он берет деньги, идет в магазин и покупает, да, если никого нет рядом, или начинает готовить для того, чтобы насытиться едой. И если никого нет в доме другого, да, нет ваших близких, родных людей, то кроме вас вам никто не поможет в том, чтобы вы были сытыми. Вот так и в жизни. Пока вы сами не встанете, пока вы не начнете двигаться к той цели, к тем задачам, которые вы хотите. Вы знаете, всегда это очень сложно делать, поэтому многие люди пасуют, многие люди разворачиваются, думают, ой, это мне не надо, это мне тяжело, мне это не дано и так далее. Но дело в том, что каждый человек может действительно изменить себя, изменить свою жизнь. Теперь, девочки и мальчики, как мы и говорили, сегодня 13 февраля, сегодня судьбоносный день, особый день, важный день для многих людей, и здесь нужно понимать две очень важные вещи. Первая вещь, если вы не обращаете внимания на число 13, то вам обязательно сегодня нужно прочитать вот следующие слова, которые звучат следующим образом. Я приветствую этот день с уверенностью и открытостью к изобилию. Мои денежные потоки постоянно увеличиваются, принося мне финансовую стабильность и изобилие. Я благодарен за каждую возможность для роста и процветания, которая приходит в мою жизнь. Именно этим словам вы сонастроитесь с энергиями Вселенной. И
В том случае, если вы знаете, что именно 13 число любого месяца, который бы не пришел, у вас постоянно возникают какие-то проблемы, ситуации, какие-то нюансы, постоянно что-то все не то, все валится из рук и так далее, то скажите следующую фразу именно сегодня, 13 февраля. Она вас защитит и оградит от неприятствий, от всевозможных неприятностей, от бед, проблем, а также вернет все зло обратно. И звучат следующим образом. Я окружена защитой высших сил, которые охраняют меня от сглаза, порчи и вредоносных влияний. Моя сила и уверенность непробиваемы, и я благополучно преодолеваю любые препятствия на своем пути. Все попытки навредить мне обречены на провал. Я живу в мире, любви и гармонии. Друзья, эти слова будут в описании к этому видео. Пожалуйста, в комментариях пропишите одну или вторую фразу в зависимости, как вы реагируете на этот день. Большая просьба. Также прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Девочки и мальчики, кто спрашивали, как нас можно отблагодарить, поддержать, друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, которую вы считаете важной и нужной, друзья, нам будет очень-очень приятно. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.